Всем привет, с вами Тори-чан. Нет, это не мой муж Изуми-вампир, просто у японцев есть некоторые техники, которые они соблюдают, которые помогают им выглядеть моложе, чем они есть на самом деле. И сегодня я открою секрет и расскажу вам о 5 практиках, которые помогают японцам оставаться молодыми и здоровыми. И первое – это поддержание здорового образа жизни, о чем и так все знают, но в Японии делается сильный акцент на том, что, во-первых, не нужно переедать. В японском есть такая фраза, как «хара хачибу», о которой я рассказывала в видео о японских привычках, и она обозначает, что вы должны есть только на 80% от размера вашего желудка, а не на все 100%. Качественный сон – тоже важный аспект здорового образа жизни. Для всех людей нужно разное количество часов, чтобы выспаться. Допустим, Изуми хватает 6-7 часов. Мне при этом нужно 8-9 часов, потому что я дольше засыпаю. Не все японцы, к сожалению, высыпаются. В Японии все еще есть проблемы переработок. И также многие люди, особенно в Токио, живут довольно далеко от работы. И доехать с работы до дома может занять 1,5-2 часа. Уже вечер. Ехать домой. Поэтому не все японцы высыпаются ночью, но в Японии есть такая вещь, как инемури, это обеденный сон, если можно так перевести. Спать в офисе в Японии во время обеденного перерыва – это норма японской культуры. Некоторые японцы с моей предыдущей работы даже приносили с собой иногда подушки, чтобы можно было спать прямо на столе. И, конечно, я не говорю, что это хорошо, но это тоже вариант, как можно дополнить нехватку сна ночью, инемури. Активность и спорт. В Японии каждое утро по всей стране в разных парках начинает играть музыка и отсчет 1, 2, 3. 1, 2, 3. Эта музыка называется радио тайсо, музыка для утренней разминки. И раньше в Японии это было невероятно популярно, многие офисные работники перед началом рабочего дня шли в парк и делали там утреннюю разминку под эту музыку. Но в наше время, к сожалению, это уже популярно только среди бабушек и дедушек. Если вы утром пойдете в парк в Японии, вы, возможно, видите, как они занимаются. У молодого поколения же более популярна йога, пилатес, утренние пробежки и походы в спортзал. Мы сейчас гуляем в парке, и здесь всегда и утром, и в обед, и вечером, и даже вот сейчас летом в ужасную жару люди вот так вот бегают. Очень много самого разного возраста, и мужчины, и женщины. Классно, спортивные, не то что я. И, наверное, самое важное – это минимализация стресса. Раньше я не верила японским врачам, когда я шла к ним с какой-то проблемой, как, допустим, боль в животе, покалывание или даже сыпь на коже, и мне говорили, что у вас, наверное, просто стресс, меньше нервничайте. Но как только я сменила работу, которая реально была стрессовая, это все прошло. И, конечно, не все могут сменить стрессовую работу, поэтому в Японии также очень популярно снимать стресс походом в горячие источники. За счет минералов горячие источники не только лучше согревают тело, чем просто горячая ванна, но и помогают снять напряжение с мышц, а также омолодить кожу за счет таких минералов, как магний, калий и кремний. Эти минералы питают кожу, способствуя ее регенерации и восстанавливают естественный баланс. Изуми уже в горячем источнике купается. Вода горячих источников онсен стимулирует кровообращение, что улучшает снабжение кожи кислородом и питательными веществами. Это способствует ускорению обмена веществ, выводу токсинов и ускорению регенерации клеток кожи, что в итоге делает ее более упругой и свежей. Второе. Правильный уход за кожей. Думаю, многие могли слышать о знаменитом японском 10-этапном уходе за кожей, и какое-то время я его тоже соблюдала. Но в нем есть 3 больших минуса лично для меня. Первое. Не каждый день есть время делать все 10 этапов. Второе, получается довольно дорого покупать много разных кремов и сывороток. И третье, в зависимости от вашего типа кожи, могут появиться прыщи. У меня лично это была настоящая проблема, потому что особенно летом много разных кремов – это великолепная питательная среда для бактерий. Поэтому я бросила 10-этапный уход за кожей и оставила только самое важное – это очищение хорошее, увлажнение и массаж. Для очищения японки обычно используют гидрофильное масло. Я использую вот такое, очень простое от Muji бренда. И я его использую не каждый день, а тогда, когда я хочу смыть крем от загара или макияж. И после гидрофильного масла нужно обязательно использовать пенку для смытия макияжа. Как видите, я ее очень активно использую, почти уже не осталось. Это обычная пенка для очищения лица. Ее можно использовать, чтобы смыть пот, пыль, а также остатки гидрофильного масла.
И вместо разных непонятных смывок, сывороток и кремов, которые только остаются на верхнем слое кожи, я добавила 1-2 раза в неделю профессиональный уход за кожей при помощи вот такого аппарата от японского бренда Yaman. И, ребята, я невероятно рада, они согласились стать спонсорами сегодняшнего видео. И это один из самых знаменитых брендов в Японии по производству бьюти-техники. И часто меня спрашивают: смотри, Вика, я нашел какую-то там косметику или какие-то аппараты от японского бренда, как ты думаешь, они хорошие или нет? И я ищу эти бренды в японском интернете, а их не существует в Японии. И сейчас очень много разных подделок, которые просто выдают себя за японские фирмы, делая названия в японском стиле, но ими не являются. А вот Yaman я точно могу советовать, потому что это популярный в Японии известный бренд. У них есть магазин в центре Токио на Гинза, но их продукцию можно купить не только в Японии, но и за границей на их официальных сайтах. Именно этот аппарат называется Photo Plus Prestige, и, честно скажу, он не дешевый, но он сочетает в себе несколько очень классных функций, поэтому не нужно покупать много разных аппаратов или косметики, одного хватает. Уход за кожей при помощи этого аппарата занимает всего лишь 13 минут и включает в себя глубокое очищение кожи, лифтинг, а также усиление действия косметики. И это равноценно полноценному салонному уходу. В последнее время в Японии очень популярен уход за кожей при помощи РФ, это радиоволны, также ИМС, это электрические импульсы, которые стимулируют ваши мышцы, а также LED, световая терапия. И этот маленький прибор совмещает в себе все 3 технологии. Этот аппарат можно также использовать с вот такими падами, которые помогают активным веществам из вашей косметики проникнуть глубже в кожу, а не просто оставаться на поверхности. Он такой тепленький. Он использует РФ-лифтинг и LED-терапию светом, чтобы активировать выработку коллагена и эластина в коже. Это способствует упругости и уменьшает признаки старения, как микротрещины и пигментные пятна. Плюс он имеет функцию охлаждения, что очень классно и помогает сузить поры. Действительно очень прохладная на ощупь, как будто холодным металлом по лицу будешь. Ну, приятно. Настоящая замена экспресс-курсу у косметолога, который можно сделать у себя дома. Поэтому советую. И по промокоду TORI действует скидка 11% 1 неделю. Поэтому переходите по ссылке в описании этого видео на официальный сайт Yaman в вашей стране. Увлажнение тоже важно для поддержания молодости кожи, и давайте будем честными, японцам просто повезло, что они живут в очень влажном климате, у нас даже без дождя 70-80% влажности. Да, у нас немного суше зимой, но это не сравнится с тем, насколько сухо в других странах. Поэтому если вы не живете в Японии, то можно использовать увлажнитель воздуха, желательно каждый день в месте, где вы проводите больше всего времени. Третье. Массаж. Массаж лица и головы – еще одна важная техника для поддержания молодости. Японки часто ходят в салоны красоты на массаж лица, чтобы снять отеки и подтянуть его. Это называется когао массаж. Массаж, чтобы сделать лицо меньше, потому что считается, что чем меньше ваше лицо визуальнее, тем красивее. Поэтому лоб, щеки и другие большие части лица пытаются как можно меньше сделать при помощи специального массажа. Массаж лица по японской технике помогает снять напряжение мышц лица, особенно мышцы челюсти постоянно в напряжении находятся, даже если мы этого не замечаем, и это делает лицо немного шире и также может вызывать мигрени. Кроме того, японский массаж использует техники лимфодренажа, что помогает вывести излишки воды и жидкости из организма и убирает отеки лица, особенно под глазами, делая лицо более молодым на вид. А массаж головы, точнее скальпа, в Японии делают даже в обычных парикмахерских, и такой массаж помогает не только снять напряжение, но и подтянуть мышцы лица. Массаж скальпа стимулирует кровообращение, что улучшает снабжение волосяных фолликулов кислородом и питательными веществами. Это способствует росту более здоровых и сильных волос, а также улучшает состояние кожи головы. У меня бывает такое, что я недовольна, как меня постригли или покрасили в японских парикмахерских, но массаж головы и скальпа они делают отменный и даже иногда делают массаж плеч, поэтому напряжение исчезает за минуты, и я готова простить даже плохую прическу.
Четвертое. Защита от солнца. Японцы очень серьезно подходят к защите от солнца. Даже летом многие носят длинные рукава, продаются специальные перчатки, чтобы эта часть тела не загорела, разные шляпы, которые не пропускают ультрафиолет, одежда, которая не пропускает ультрафиолет, и, конечно же, крем от загара, а также зонтики от солнца – это обычная вещь здесь. Насколько в Японии популярны зонтики от солнца? Раньше я прикалывалась, что японцы пользуются зонтиками от солнца. До переезда на юг Японии в город Фукуока сейчас мы тоже пользуемся таким зонтиком, потому что без него на улицу выйти невозможно. Здесь очень жарко и очень сильное солнце. Кроме этого, также японцы пользуются кремом от загара не только когда идут загорать на пляж. Советуют пользоваться этим кремом каждый день, не только летом, но и весь год. Я пока еще не могу себя заставить пользоваться кремом от загара зимой, но весна, лето и осень я стараюсь, когда иду на улицу на весь день, утром или в обед, я наношу этот крем от загара тоже, как делают многие японки. И думаю, внимательные люди уже догадались, в чем секрет Изуми и его идеальной молодой кожи. Он просто на улицу не выходит совершенно. Он интроверт, который постоянно сидит дома, в темной комнате, куда не доходит свет, поэтому у него такая хорошая кожа. Если вы, как я, активный человек, кто выходит на улицу часто и проводит много времени под солнцем, то нужно использовать крем, а также зонтик желательно. Пятое. Питание. Сколько ни старайся не стрессовать и ухаживать за кожей, все же база – это правильное питание. И японская традиционная кухня состоит из большого количества рыбы, морепродуктов и овощей, и все эти продукты богаты антиоксидантами, которые помогают коже не стареть и оставаться здоровой. Я бы даже сказала, что на японской традиционной кухне труднее быть нездоровым. Из популярных продуктов японской кухни, которые помогают коже оставаться здоровой и медленнее стареть, рыба и морепродукты. В них содержатся омега-3 жирные кислоты, белки, витамин D и витамин B12. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, особенно лосось, тунец и скумбрия, помогают поддерживать здоровье кожи, уменьшают воспаление и защищают кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетом. Белки способствуют обновлению клеток, а витамин D поддерживает иммунную систему и здоровье костей. Тофу и соевые продукты. В них содержатся изофлавоны, белки и витамины группы В, а также железо. Соевые продукты, такие как тофу и натто, содержат изофлавоны, растительные эстрогены, которые помогают поддерживать уровень коллагена и эластина в коже, уменьшая появление морщин. Тофу – вот он секрет молодости японцев. Морские водоросли, например, нори, вакаме или комбу. В них содержится йод, железо, кальций, витамины А, С, К и антиоксиданты. Йод и минералы поддерживают здоровую функцию щитовидной железы и обмен веществ, что важно для поддержания общего состояния здоровья и кожи. Зеленый чай, а также чай матча. В них содержатся катехины, полифенолы, витамины С и И. Полифенолы помогают в борьбе с морщинами и поддерживают эластичность кожи, а антиоксиданты помогают коже сохранять ее молодость. И учитывая то, что многие японцы пьют зеленый чай почти каждый день, я думаю, это тоже один из секретов их молодости. И думаю, у многих возник вопрос, подойдет ли черный чай. В черном чае тоже есть катехины и полифенолы, но в меньшем количестве, поэтому зеленый чай намного лучше в этом плане. И королева чая по количеству антиоксидантов – это, конечно же, матча, потому что вы не просто пьете чай, но и вы пьете его вместе с листьями тоже, которые были перетерты в порошок. И, конечно же, ферментированные продукты, как мисо, натто и квашеные овощи. В них содержатся пробиотики, витамины и аминокислоты. Ферментированные продукты, как мисо и натто, перебордившие соевые бобы, богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Здоровая микрофлора кишечника способствует лучшему усвоению питательных веществ, улучшает состояние кожи и поддерживает иммунитет. Возможно, кому-то показалось, что в этих 5 пунктах нет ничего супер нового, но я очень сомневаюсь, что здесь много людей, кто полностью всех 5 техник тщательно придерживается, включая меня. Я тоже, бывает, отлыниваю и забываю мазаться кремом от загара или ем что-нибудь не очень полезное, какую-нибудь жареную еду, но важен именно комплексный подход. Поэтому я, конечно, не обещаю, что все мы будем как Изуми, но есть к чему стремиться. И если вы хотите улучшить ваш уход за кожей, то ссылка на продукцию Яман есть в описании этого видео. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!